Итак, дорогие мои, записываю видео по ингредиентам, которые нам понадобятся для прохождения курса. В основном мы много печем на курсе. Как ни странно, по выпечке у нас обычные ингредиенты. Это мука. Я использую сокольническую муку. Вот. Но недавно тут заглянула к себе в шкаф. Макфа у меня тоже стоит, тоже ей пользуюсь. Вот. Соответственно, мука, сахар, любой самый мелкий белый сахар, обычно имеется в виду. Вот. Потом у нас с вами яйца, разрыхлитель, желатин, молочные продукты. Соответственно, они все стандартные. Мои предпочтения это, если вы используете, может дойти до туда тогда, может быть показать, если вы, я не дойду, наверное. Короче, если вы используете разрыхлитель или желатин, мне нравится фирма Доктор Эдгар. Это та фирма, которая прям всегда стабильное качество. Вот. Соответственно, мука, по правде, все равно какая, сахар тоже все равно какой, яйца тоже все равно какие. Единственная особенность, если у вас вдруг свое хозяйство и вы используете домашние яйца взбиваются плохо, их надо обязательно дать им полежать примерно 2 недели. Через 2 недели они только нормально будут взбиваться, потому что свежие яйца, в них большое количество в белке воды, и они из-за этого хуже держат форму. То есть иногда бывает такое ощущение, что ты взбиваешь, а у тебя вообще ничего не взбивается. Слишком свежие яйца, слишком хорошая продукция, слишком какие-то яйца у вас хорошие. Понятно? Свежие яйца, если у вас из-под курицы 2 недели полежали, и потом только их мы берем, в выпечку взбиваем. Понятно? Отлично. И самые большие проблемы у нас с молочными продуктами, по правде. Это масло. Ну, молоко, понятно, тут еще как-то плюс-минус. Масло, вот с маслом прямо сложности. Я использую для выпечки любое масло 82,5%. Это считается масло. Но у нас дело в том, что сейчас очень часто производители стали нас обманывать, немного как бы обманывать, о том, что у нас говорится масло, написано 82, читаешь состав, а там растительные и животные жиры и в общем количестве таком-то. Короче, должны быть только животные жиры, то есть это из-под коровы масло. Прямо вот из коровы достали, масло сделали. Понятно объясняю? Хорошо. Вот. И то же самое у нас с вами с молочными продуктами. Ну, то есть вот раньше было у нас Валио, мне нравилось, 1000 озер, потом Анкор, мне очень нравилось масло. Сейчас реальная проблема. Синенькая с коровкой, Экомилк еще более-менее бывает, я покупаю. Вот. Вкуснотеево вообще никак. Ну, то есть по маркам смотрите по своему региону, что будет. Так как у меня курсы вся страна проходит, вы прям конкретные какие-то, сложно говорить, прям конкретные какие-то названия. Вот. Принципиально вот разрыхлитель желатин, Доктор Эдгар, вот у них прям стабильное качество, прям хорошо. Мука, сахар, яйца все равно. Яйца помним, что мы с вами отлеживаемся. Так, по сливкам. Сливки я принципиально использую только животного происхождения, не растительные, а животные, тоже из-под коровы. Потому что растительные сливки, для того, чтобы они хорошо держали форму, соответственно, да, у них там жиры немножко странноватые. Это те жиры, которые вот на вкус мы чувствуем как пластмасса, и они, попадая в наш организм, к сожалению, практически не выводятся, остаются там, остаются бляшками нашими всякими, сосуды заполняют. Ну, короче, это прям реально вредно. Вот. Но я... как сказать там, но я понимаю, если вдруг у вас по ценовой политике будет получаться использовать растительные сливки. Запретить я вам их использовать не могу, потому что они по цене реально дешевле, и из них получается в 2 раза больше объем, чем из обычных сливок. То есть у вас цена в 4 раза примерно дешевеет. Поэтому на всякий случай, если у вас такая ситуация, то в любом рецепте можно поменять сливки, ну, где взбиваются сливки, понятно, да? Можно поменять сливки нормальные на ненормальные, на растительные сливки, по весу 1 к 1, по весу 1 к 1. Вот. Можно даже растительных поменьше немножко взять. Ну, там, предположим, на килограмм обычных сливок, например, 700 грамм растительных, потому что они очень хорошо взбиваются. Но это прямо крайние меры, я очень прям настоятельно не советую. Что еще у нас есть в курсе с вами из продуктов? Шоколад. И вот по шоколаду, кстати, там же и отдельный курс есть, прям шоколад. И шоколад мы используем с вами для выпечки. И вот когда шоколад используем для выпечки, здесь что важно?
что чем он лучше качеством, тем лучше будет ваша выпечка. Почему? В шоколаде, вы это узнаете потом, подробно, у нас основной компонент это какао-масло. Вот. И какао-масло, как вы слышите по названию, это явно не вологодское какое-нибудь, да? Это масло какао, оно где-то в жарких странах растет, и пока оно до нас доходит, оно становится очень-очень-очень-очень дорогое. В общем, смысл какой? Очень многие изготовители в обычном шоколаде меняют какао-масло на какое-нибудь другое масло, или частично, или полностью меняют, чтобы удешевить продукт. Так вот, вот это искусственное масло, я его прям на вкус чувствую. И вы его, скорее всего, тоже чувствуете. Оно такое, еще раз, пластмассовость некую такую придает. Вот. Поэтому, чем лучше вы будете использовать шоколад, тем лучше. Какие-то стандартные марки, Калибаут, Ирка, Сикао, Доктор Мартин. И у нас что еще? Валерона из дорогих, да, шоколадов. Ну, то есть стандартные хорошие шоколады. Если вы переживаете, например, можно из этого продукта готовить или нельзя из этого продукта готовить, пришлите мне фотку, да, ну, то есть там какие-то вопросы в сообщении, да, например, мне пришлите, я вам подскажу, подходит или не подходит. Вот. То есть из профессиональных шоколадов даже самый дешевый будет в 1000 раз лучше, чем плитка, которая продается, ну, вот у нас, например, на каждый день. Это прям вообще мрак просто какой-то. Вот. По продуктам, что еще? Сметана бывает у нас, но сметана в зависимости от рецепта жидкая или густая. Жидкая это 10%, густая 20-25%. Тоже смотрите по производителю, который у вас. Вот у меня, я смотрю сейчас, у меня в шкафу стоит Простоквашино. Ну, более-менее, да, сметана. Вот. По поводу сливок. По поводу марок сливок. То есть, итак, сливки должны быть натуральные, а вот марка какая, все равно. Пармалат, Пентмол, Чудское озеро, Валио, что-то еще. Ну, в общем, короче, сливки все равно, по правде, какие, лишь бы они были натуральные коровьи сливки. Так, и у нас с вами бывает еще растительное масло, мы используем без запаха. Это я сейчас смотрю такая по помещению, что я еще, может, вам не рассказала нужного. Растительное масло без запаха. И сгущенка у нас бывает в рецептуре, это у нас, я использую Рогачев или Алексеевскую, но тоже смотрите, может у вас местный производитель какой-то есть. И самая говняшная сгущенка в моей жизни это Густияр. Густияр no, Густияру точно нет. Вот. Так, потом из странных ингредиентов у нас с вами загустители. Это пектин, агар, крахмал кукурузный. У нас еще из странных ингредиентов, из того, что тоже ну, не на поверхности. И странные ингредиенты у нас бывает еще глюкозный сироп. Итак, рассказываю. Агар. По-русски он одно слово агар, а по-английски два. Агар. Вот, это загуститель, а он, соответственно, производится из водорослей. Вот, его надо прям кипятить. Так вот, он иногда, когда не очень хорошего качества, дает такой запашок, немножко как будто бы, ну вот водорослями пахнет. Мне аптекой лично, кому-то носками. Приятного всем аппетита. Вот, кому-то аптекой. Мне вот аптекой какой-то пахнет, кому-то вот не знаю чем, ну водорослями. Короче, чем более лучшее качество, тем лучше. Смотрите тоже, какой агар у вас продается, присылайте мне фотографии, вот, я подскажу, какой лучше. У нас сейчас такой более-менее 100 пудов называется. 100 пудов, такая небольшая баночка, 100 пудов. Вот он более-менее хороший. Вот. Дальше у нас с вами, соответственно, пектин. По пектину вообще жесть. Сейчас в России реальные проблемы с пектином. Пектин это тоже желирующее существо, которое добывается из апельсинов и яблок. Вот. Оно придает небольшую кислинку такую, и если его много-много положить, получится мармелад. Вот, то есть на нем делают рахат лукум, рахат лукум на кукурузном крахмале делают. Короче, на нем получается мармелад. Вот. И он очень редко продается вот именно для нас, для простого обывателя. Он чаще всего все-таки это какие-то большие упаковки, которые магазины маленькие развешивают на маленькие упаковки. Короче, с пектином сложности. Вот. Дальше у пектина бывают всякие разные циферки после того, какой он. То есть пектинов, по правде, много разных. Берите любой. Все, которые имеют циферки, уже априори хорошие. То есть сами по себе уже нормальные, значит, профессиональные пектины. Да? В чем там
разница, разная сила, можно нагревать, нет, второй раз, то есть многоразовые, одноразовые, вот, и разное его немножко количество. То есть по правде немножко будет отличаться все-таки результат, он у вас будет отличаться, но для наших целей пока не принципиально. Мы все-таки не конфеты с вами готовим. Дальше у нас кукурузный крахмал. В выпечке используется только кукурузный крахмал. Только кукурузный крахмал. Никакой больше крахмал вообще не используется. Картофельный нет. Вот. Соответственно, кукурузный крахмал продается в обычных магазинах. Вот. Ищите, соответственно, в разных, я видела разных упаковках, большие, маленькие, микропакетики. Вот. Если у вас есть сеть большая Метро, у них такая большая оранжевая Cash and Carry, Metro Cash and Carry, у них такая большая оранжевая коробка, 700 рублей, что ли, стоила. Волшебный прям крахмал, прям супер-супер-супер-супер. Мы его и в выпечку, и, соответственно, и для мастики, вот он бывает, используется, короче, кукурузный крахмал Forever. Дальше из сложных ингредиентов у нас еще глюкозный сироп. И несмотря на то, что слово очень напоминает какой-то медицинский препарат, вот, но я лично, когда первый раз услышала, я пошла в аптеку, я думала, что там оно есть. Вот, нету, вот так вот глюкозный сироп, это засада, его надо прямо в кондитерском магазине покупать, больше его вообще нигде не купите. Вот, соответственно, это прозрачная жидкость, похожая на мед она похожа. Вот, и, соответственно, продается в развес, потому что она, заводская упаковка 14 килограмм. 14 килограмм вот, никому не надо, поэтому обычно магазин берет, расфасовывает по маленьким и продается. Оно недорого, оно липкое, прозрачное, не имеет вкуса и запаха. Вот. Используется для зефиров чаще всего и для каких-то более сложных вещей уже. Вот. Так, по-моему, по ингредиентам все. Я сейчас сделаю паузу и принесу все, что я найду, принесу, покажу. Или пойдем, может быть. Нет, давайте паузу сделаем.